Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Casio модель JD350-8. Это лимитированная ограниченная серия. Сейчас я все покажу. В часах использован модуль 3403. Приложена такая достаточно объемная инструкция. Внутри традиционная шестигранная металлическая банка или коробка. Карточка международной гарантии. И непосредственно часы. Часы крупные, брутальные, форма такая рубленная, с множеством выступов. Между крайними точками 50 мм, по диаметру 48 мм, толщина корпуса 17 мм, пластиковый корпус, стекло минеральное, стекло достаточно сильно утоплено внутрь корпуса. Вот эти выступы выступают на несколько миллиметров, и вот эти тоже хорошо защищают стекло от повреждений, от царапин. Металлическая клипса со сдвоенным таким металлическим стопором. Вот так выглядит задняя крышка, логотип G-Shock, номер модуля, номер модели, нержавеющая сталь, сборка Китай, водозащита 20 бар или 200 метров. Обратите внимание, крылья вот такие, которые помогают правильно ориентировать ремешок по руке, чтобы он принимал форму руки. И теперь давайте поговорим о режимах работы. В основном режиме часы, минуты, секунды, индикатор дневного времени, индикатор будильника, индикатор то, что будильник с режимом подремать, дата, номер месяца май, день недели. Этот бесполезный индикатор с каждой секундой передвигается. И здесь служебное табло, которое показывает некоторые режимы, в том числе режим вибросигнала. Мировое время. В мировое время добавили целых 100 городов. И здесь есть некоторые новинки, в том числе для жителей Украины и Восточной Европы. Варшава появилась, и София, Афины, Хельсинки и даже Киев. То есть это новинка для жителей Украины. Раньше я не видел никогда Киева в часах G-Shock. Теперь этот город есть. Следующий режим будильник. Будильников 5. 1, 2, 3, 4, 5. И пятый с режимом подремать, когда сигнал повторяется каждые 5 минут. Мы можем включить, активировать однократное срабатывание или ежедневное срабатывание будильника, или выключить его. Секундомер. Секундомер с режимом промежуточного результата, сплит. Вот мы нажали, промежуточный результат зафиксировали, при этом секундомер продолжает работать. И нажатием повторно возвращаем в режим текущего измерения. Стоп. Обратите внимание, что во второй строчке всегда отображается текущее время. Ну и сброс. Таймер. Давайте сбросим таймер. Таймер установлен на 10 минут. Ну или мы можем установить на то время, которое нам нужно. Активируется этой кнопкой. По окончании звучит звуковой сигнал или вибросигнал, потому что эта модель оборудована или оснащена вибросигналом, что бывает очень удобно. Стоп и сброс, не буду показывать больше. И возврат в основное время. Здесь есть достаточно интересная функция, я ее встречаю первый раз. Это активация таймера вот нажатием этой кнопки из основного меню. То есть в режиме основного времени мы нажимаем эту кнопку, появляется вторая строчка, которая тут же начинает отсчет таймера. Причем, что интересно, таймер остановить нельзя из этого режима, только запустить. Остановить можно классическим способом, придя в режим таймера. Ну и здесь можно его остановить, если вам это нужно. Давайте еще раз покажу эту функцию. То есть из основного режима можем непосредственно запустить таймер. Возможно, эта функция кому-то понадобится. Теперь пару слов о вибросигнале, потому что это достаточно нечастая функция в часах. Вибросигнал здесь
я бы сказал, средний по силе, то есть в известных часах, например, Timex T49851, он немножко сильнее, но в Casio вот здесь именно он несколько сильнее, чем в W735. Есть такие часы с вибросигналом. То есть, и в то же время я считаю, что он достаточный для того, чтобы его услышать, когда часы находятся у вас на запястье. Вот. Ну и теперь осталось показать часы на руке и посмотрим на работу подсветки. Вот так выглядят эти часы на моей руке. Мое запястье 18 сантиметров, и для меня они, наверное, несколько крупноваты. В стиле милитари, брутальные мужские часы с минимумом цвета, никаких цветных надписей, вообще надписей нет фактически. Они выделены только объемом, никакого цвета на надписях нет. Ну и давайте теперь посмотрим подсветку. Кстати, часы очень легкие, традиционно для пластиковых корпусов они легкие, там в районе 60 грамм, я не стал даже измерять. Ну и вот подсветка, по-моему, к подсветке никаких вопросов нет, потому что подсветка очень яркая, контрастная. Использованы два ярких светодиода, вы сами все видите. Друзья, на этом я свой обзор заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Всем спасибо, пока, до новых видео.